Процесс фотосинтеза у растений невозможен без металлов. Но из более чем 90 элементов таблицы Менделеева, которые относятся к металлам, в фотосинтезе используется лишь 6. Эти металлы – магний, кальций, марганец, железо, медь и цинк. Разумеется, эти металлы поглощаются растением из почвы или иного субстрата. На долю магния приходится почти 90% всех металлов в молекулярных комплексах электронно-транспортной цепи хлоропластов. За ним следует железо, почти 8%, и марганец, более 1,5%. Меди и кальция меньше всего, около 0,5%. Самый важный металл в фотосинтезе – это магний. Он входит в состав пигментов хлорофиллов А и Б у высших растений. Здесь молекулярная модель хлорофилла А, который состоит из порфиринового кольца и остатка спирта фитола. В порфириновом кольце есть система сопряженных двойных связей, которые обеспечивают поглощение в синей области спектра, а именно атом магния, находящийся по центру, отвечает за поглощение в красной части спектра от 650 до 700 нанометров, в зависимости от состава и химического окружения. Хлорофилл Б имеет практически такую же структуру, только здесь альдегидная группа. Из-за этой особенности хлорофиллы хорошо разделяются на бумажной хроматографии. Давайте посмотрим повнимательнее на молекулярных моделях фотосистем, как там располагается хлорофилл и другие металлсодержащие кофакторы. Для этого сканируйте QR-код или переходите по ссылке, которая есть в описании к этому видео. Перед нами молекулярная модель второй фотосистемы, полученная методом рентгеноструктурного анализа. Видны полипептидные цепи, визуализированные согласно вторичной структуре, и молекулы пигментов. Зеленые – это хлорофиллы и оранжевые – каротиноиды. Модель развернута таким образом, что люминальные домены белков обращены наверх, а стромальные – вниз. Таким образом, толща мембраны перпендикулярна экрану. Обратите внимание, что все молекулы пигментов ассоциированы с белками, и, конечно, каждой молекуле хлорофилла соответствует атом магния, находящийся в центре порфиринового кольца. Посмотрим теперь на молекулярную модель первой фотосистемы, развернутую таким же образом. Наверху люмен тилакоида, внизу строма хлоропласта. С первой фотосистемой ассоциированы хлорофиллы и каротиноиды. Конечно же, каждая молекула хлорофилла содержит ион магния. Здесь еще просматриваются хлорофиллы P700, входящие в состав реакционного центра первой фотосистемы. Они выделены более темным цветом. К ним как бы стекается энергия, поглощенная другими пигментами в составе фотосистемы. А вне фотосистем, в ненативных условиях, когда хлорофиллы экстрагированы, они флуоресцируют таким ярко-красным цветом. В свободном виде на Земле железо практически не встречается. Его можно найти разве что в составе метеоритов. Кстати, вот фрагмент одного из них. Железо имеет степени окисления +2 и +3 и участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях. В составе молекулярных комплексов, обеспечивающих фотосинтез, железо бывает 3 вариантов. Железо в составе гема, железо серных кластеров или свободный атом железа, координированный на карбонат ион. Железосерные кластеры в фотосинтезе встречаются 2 типов. Это железосерные кластеры со стихиометрией феррум-2s2. Такие находятся в железосерном белке риске в составе цитохромов B6F и в ферридоксине. Железосерные кластеры кубической формы со стихиометрией феррум-4s4 находятся в первой фотосистеме. Во второй фотосистеме находится свободный атом железа, который координирован на карбонат ион. Во второй фотосистеме гемовое железо связано с цитохромами B559 и C550, а в реакционном центре железо удерживается карбонат-ионом между пластохинонами А и Б. В следующем комплексе цитохромов B6F,
который окисляет пластохинол B, пришедший от второй фотосистемы, также находится гемовое железо. Это гем B типа в цитохроме F, гем B типа в цитохроме B6, а также железосерный кластер с формулой Ферм2s2, входящий в состав железосерного белка риски. Загрузив модель первой фотосистемы, сразу сосредоточимся на реакционном центре и пути передачи электрона. После филлохинона электрон последовательно передается на 3 железосерных кластера с формулой Ферм4s4. 2 из них находятся в толще мембраны, а третий уже со стромальной стороны ассоциирован с субъединицей С первой фотосистемы. Марганец находится во второй фотосистеме и выполняет там очень интересную функцию. В составе кислород-выделяющего центра расположен марганцевый кластер с формулой марганец 4О5 кальций, который участвует в фотоокислении воды с выделением свободного кислорода. Возвращаемся к модели второй фотосистемы. У нас на экране небелковые компоненты ее реакционного центра. Это хлорофиллы P680, феофитин и другие. Над ними в составе кислород-выделяющего комплекса со стороны люмина находится марганцевый кластер, марганец 4О5 кальций, который передает электроны через остаток аминокислоты тирозина для восстановления окисленного хлорофилла в реакционном центре. Медь в фотосинтезе локализована в одном единственном белке, пластоцианине, который находится в очень интенсивном обмене, перенося электрон между комплексом цитохромов B6F и первой фотосистемой. В белке пластоцианине медь удерживается благодаря координационным связям с остатками аминокислот цистеина, метионина и гистидина. Принимая электрон от цитохрома F, пластоцианин переносит его на реакционный центр первой фотосистемы. Кальций – металл очень реакционно способный и, конечно, в свободном виде на Земле не встречается. Но его много в составе минералов, например, кальцита. На самом деле кальция меньше всех других металлов в фотосинтезе, и он находится в составе марганцевого кластера в кислород-выделяющем комплексе второй фотосистемы. О цинке можно было бы и не говорить, если бы не одно важное обстоятельство. У С4 растений, более эффективных в условиях хорошего освещения и недостатка воды, первичное связывание углекислого газа происходит не в реакции с рубиско, а в реакции с другим ферментом, для которого необходимо, чтобы СО2 был растворен в воде. Именно реакцию взаимодействия углекислого газа с водой катализирует фермент карбоангидраза, в активном центре которой находится ион цинка. У растений есть 3 типа карбоангидраз – альфа, бета и гамма. В фотосинтезе С4 растений важное значение имеют карбоангидразы бета-типа, которые собраны в октамеры. На этой молекулярной модели показан мономер бета-карбоангидразы. Цинк удерживается в активном центре фермента благодаря координационным связям с 2 остатками аминокислот цистеина, с гистидином и молекулой воды. Как видите, у каждого из 6 рассмотренных нами металлов есть своя определенная функция в фотосинтезе. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, что узнали для себя что-то новое или хотя бы упорядочили свои знания. Кстати, отсканировав этот QR-код или перейдя по ссылке в описании, вы можете пройти несложный тест, чтобы убедиться, все ли вы хорошо запомнили. Спасибо.